В этом видео я еще раз хочу рассказать о рецепте гибкой мастики, так как получаю комментарии о том, что не все добиваются нужного результата. Некоторые подписчицы жалуются на то, что мастика получается чересчур упругой, в то время как у других она выходит ломкой и нет никакой пластичности при высыхании, а также после замеса она не растягивается, как это должно быть. При использовании одних и тех же ингредиентов, а также определенного их количества, я получаю всегда с точностью один и тот же результат. Поэтому я склоняюсь к той версии, что проблема связана с качеством продуктов, которые вы используете. Основная причина, на мой взгляд, лежит в порошке СМС. СМС-порошок используется в качестве загустителя. Он образует раствор вязкой консистенции. Этот порошок делает мастику более тягучей и пластичной. Дело в том, что у разных производителей сила порошка разнится. К примеру, китайский продукт при добавлении в мастику дает более резиновый эффект, чем английский. При разведении он получается гораздо гуще. Возможно, для многих это накладно, но скорее всего стоит проэкспериментировать с количеством порошка СМС, прежде чем добиться наилучшего результата. На количество продуктов, которые я использую в этом видео, у меня уходит 10 грамм порошка СМС. Возможно, в вашем случае эта масса может составлять иную цифру. Сахарная пудра 35 грамм. Если вы используете самодельную сахарную пудру, то необходимо размолоть сахар в блендере как можно мельче, чтобы мастика не получилась грубой. Крахмал лучше использовать кукурузный, так как картофельный намного плотнее и мастика может также получиться грубой. Итак, отмеряем 70 грамм крахмала. Далее взвешиваем жидкие ингредиенты. Я добавляю 10 грамм глицерина. Пищевой глицерин состоит на 99% из растительных жиров, а аптечный на 88%. Остальные 12% занимают различные примеси. Поэтому предпочтительнее использовать в рецепте мастики все-таки пищевой глицерин. Его можно приобрести в специализированных кондитерских магазинах. Взвешиваем 20 грамм глюкозного сиропа. А также 40 мл кипятка. Соединяем между собой сухие ингредиенты и хорошо перемешиваем. Затем добавляем все жидкие продукты и замешиваем мастик. Чтобы было удобнее добавлять глюкозу, можно слегка подогреть ее в микроволновке. Делаем замес сначала лопаткой, а затем руками. После того, как мы собрали в комок всю массу, интенсивно растягиваем ее в течение 2-3 минут.
Если мастика липнет к рукам, добавляем в нее примерно 1 чайную ложку кокосового масла, предварительно растопив его. Также можно использовать кондитерский жир. При использовании данного количества продуктов мы получаем 160-165 грамм готовой мастики. Давайте посмотрим, что у нас получится через несколько часов после лепки изделий. Я раскатала 2 небольших кружка, один из которых намного тоньше другого. При раскатке деталей обязательно используем крахмал. Итак, наши заготовки пролежали всю ночь. При сжатии они не становятся смятыми, как это было бы в случае с обычной мастикой, а принимают исходную форму. Не стоит с фанатизмом сжимать уже готовые лепестки цветов, так как через несколько дней они уже не такие эластичные, как в первые 2 дня. Наша задача сделать цветы не ломающимися и не хрупкими, чтобы при падении они не повредились. Роза, которую вы видите на экране, изготовлена несколько месяцев назад. При этом она не потеряла свою гибкость и прочность. Давайте попробуем сделать еще один замес.